Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня приготовим с вами очень вкусный, сдобный, ароматный пирог с миндальной помадкой. Всем желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. 500 мл молока. Сюда же сразу добавляю 1 столовую ложку сахара. Здесь у меня 180 грамм сахара. Потом буду добавлять дальше. И добавляю 1 столовую ложку сухих дрожжей, где-то 8 грамм. Все смешиваем. Накрываем крышкой и дадим активироваться дрожжам 10-15 минут. Итак, дрожжи наши великолепные. Образовалась шапочка. Они активные. И сейчас продолжаем готовить дальше тесто. Опару выливаем в емкость. Сюда же 170 мл растительного масла. У меня кукурузное. Сюда же добавляю 180 грамм сахара, 5 грамм ванильного сахара. И добавляем 3 яйца. И желтки, и белки вместе. Все хорошо смешиваем. Сейчас сюда добавляем муку. Мука у меня уже просеяна. Здесь у меня взвешено 1 килограмм. Все сразу не добавляю. Нам нужно замесить мягкое тесто. У меня на канале есть очень много разных рецептов национальной кухни, сдобы, булочек, пирогов. Я оставлю вам ссылочки под видео в описании. Посмотрите, пожалуйста. Также, если хотите посмотреть разнообразие других рецептов, посмотрите канал моей дочери Лидия Sweets. Очень интересный и креативный фудблогер. Точное количество под видео в описании укажу. И сейчас мы соль еще пока не добавляем, дадим дрожжам поработать. Накрываем сейчас наше тесто, чтобы оно не заветривалось. И при комнатной температуре дадим расстояться минут 40. Посмотрите, какое у нас тесто. Ферментация какая отличная. Подпыляем поверхность мукой, выкладываем тесто и сейчас будем добавлять соль и масло сливочное. Немного распределим, вот так. Сюда же добавляем цедру лимона, либо апельсина, хорошая щепотка соли. И сюда же добавляем 50 грамм масла сливочного, мягкое, комнатной температуры. И все хорошо втираем. У нас мука еще осталась, но мы не торопимся ее добавлять. Сначала оно все разделится, тесто, а потом начнет собираться. Вы не пугайтесь этого момента, это нормально. Поэтому я вам его весь и показываю. Вот муку мы уже не добавляем. Я сейчас отвешу, сколько муки у нас осталось, и я вам точное количество скажу. Посмотрите, какое тесто великолепное. Вымешиваем его минут 5-7. На шпатель немного растительного масла и на руки. Сейчас собираем серединку. Сейчас тесто будем отправлять в миску. Я ее заранее промыла. Вот такое красивое плавучее тесто у нас получилось. Немного прилипает к рукам. Вот такое оно и должно быть. Отправляем в миску. На дно немножко растительного масла. Смазываем. И отправляем сюда тесто. Вот так его все промасливаем. У меня муки 100 грамм осталось. То есть я потратила сюда 900 грамм муки. Накрываем и оставляем еще на 40 минут. Посмотрите, какое у нас красивое тесто. Немного подпыляем мукой, выкладываем тесто и распределяем его. Я подготовила сухофрукты, посмотрите, по вкусу, как вам нравится. Немного вишни, курага, нарезала ее на 3 части. Ее сначала предварительно в кипятке замочила на минут 15, чтобы она была мягкая. Немножко изюм, вот такой средний. Немного чернослив, нарезала на небольшие кусочки. 1 сушеный инжир и крупный черный у меня виноград, сушеный изюм. Вот я его нарезала на 3 кусочка. И сейчас все втираем в тесто. Собираем тесто, чтобы все вместе смешать. Вот так аккуратно втираем цукаты в тесто. Тесто распластываем и собираем конвертиком. А теперь вот так в рулетик. И сейчас мы это тесто отправляем снова в миску.
Немного растительного масла. Отправляем сюда тесто. Бережно, очень деликатно относимся к нашему тесту. Сверху тоже растительным маслом. Накрываем крышкой и в теплое место на 2 часа. 1 час прошел. И сейчас мы вот так вытягиваем тесто и складываем его конвертиком. И еще 1 час. Посмотрите, какая у нас тут красота. И сейчас посмотрите, какая ферментация. Выкладываем тесто на поверхность. Делим на 3 части. Сворачиваем рулетиком вот таким. Накрываем пленкой и полотенцем и еще дадим минут 30 отдохнуть. Сюда я в середину положу темное варенье. Это ежевика, малина и голубика. Залепили вот так и сворачиваем рулетиком. Следующий. Здесь у меня джем цитрусовый, апельсин и манго. И семена чиа. Когда у меня повидло слишком жидко, я добавляю семена чиа и получается великолепный джем. Сворачиваем также. Жгут. Миллион пузырей. И сюда тоже выкладываем светлый джем. Можете с нутеллой, что вам нравится, абрикосовым джемом. Очень вкусно. И также сворачиваем. Швом вниз. Скрепляем между собой и переплетаем. Вот так. И перекладываем в форму. Форму я промаслила сливочным маслом и обсыпала мукой. И сейчас аккуратно перекладываем. Точные размеры формы я вам укажу под видео в описании. Мы уместили наш великолепный пирог. И сейчас накрываем вот так пленочкой и дадим расстояться минут 40. А сейчас приготовим миндальную глазурь. 100 грамм миндальной муки. Если у вас миндальной муки нет, вы можете очистить миндаль от шелухи, замочив его в воду на полчаса в теплую или в холодную. От шелухи освобождаете, в измельчитель измельчаете, и вот вы добавляете измельченный миндаль. Также добавляем 80 грамм сахарной пудры. Также добавляем 60 грамм яичного белка. Кстати, если вы будете измельчать зерна миндаля, прежде чем будете измельчать, чтобы у вас измельчитель не сломался, желательно миндаль обязательно в холодной воде промыть. Сейчас вот так все смешиваем. Вот такая жидкая тягучая масса должна получиться. Готово. Сверху смазываем растительным маслом, очень аккуратно, деликатно. Духовку я уже включила на 165 градусов, и она разогревается у меня уже минут 20. И сверху наносим миндальную глазурь, аккуратно. Вот так ее распределяем, так чтобы особо не прижимать тесто. Посередине украшаю лепестками кокосовыми, по краям миндальными лепестками. И еще украшаю неочищенным миндалем. И сверху еще посыпаем сахаром. Будет такая корочка, немножко растрескается.
Отправляем наш пирог в хорошо разогретую духовку. Она должна быть очень горячей. Выпекаем при 200 градусах по Цельсию минут 10. Когда схватится пирог, потом еще при 150-160 градусах допекаем минут 25-30. Отправляем в духовку. Посмотрите, какая у нас тут красота. Проверяла деревянной шпажкой. Сейчас немножко дадим ему остыть, минут 30, и будем пробовать. Итак, дорогие друзья, пирог получился очень вкусный, с хрустящей миндальной корочкой и вкусным ароматным мякишем внутри. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя, вы будете в восторге. Если понравилось видео, ставьте лайк, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей».